Всем привет! Некоторые места на нашей планете кажутся живописными, но под их поверхностью скрывается смертельная опасность. Здесь легко погибнуть от жары, холода, газа, лавы или стрелы. Это 8 самых опасных мест на Земле, куда не стоит соваться. Среди бирюзовых вод Тихого океана прячется место, от которого лучше держаться подальше. Это остров Рунит. Здесь под бетонным куполом похоронено более 70 тысяч кубометров радиоактивных отходов. На этом острове с 1946 по 1958 год США взрывали 67 ядерных бомб. Сегодня море подмывает могилу атомной смерти. Купол трескается, под ним плутоний-239, смертельно опасен на протяжении тысячи лет. Если он рухнет, радиоактивная вода разольется по океану, а мир сделает вид, что опять ничего не произошло. Остров Рунит – радиоактивная бомба замедленного действия. На высоте более 8000 метров начинается территория, которую альпинисты называют зоной смерти. Здесь воздух слишком разряжен, кислорода в 3 раза меньше, чем на уровне моря, и человеческое тело буквально умирает от нехватки дыхания. С 1922 года на горе погибло более 340 человек, их тела лежат вдоль маршрута, замерзшие навечно. Некоторые места здесь стали мрачными ориентирами: зеленые ботинки, спящая красавица, долина радуги, где разноцветная одежда погибших отражается на фоне белого снега. Каждый, кто входит в зону смерти, делает это на свой страх и риск. Здесь не прощают ошибок, даже вершина мира может оказаться точкой невозврата. Где находится самое холодное место на Земле, где живут люди круглый год? Добро пожаловать в Аймекон, село в Якутии на востоке Сибири. Зимой здесь температура опускается ниже 60 градусов, а рекорд целых минус 67,7 градусов по Цельсию. Это официально признанный полюс холода среди населенных пунктов. Аймекон стоит в горной котловине, холодный воздух застаивается и не уходит. Солнце зимой едва поднимается над горизонтом, а мороз держится месяцами. Машины заводят и не глушат, иначе замерзнут. Воду проводят по надземным трубам. Под землей все превращается в лед. Несмотря на адский холод, здесь живут семьи, работает школа, проходят праздники, люди питаются рыбой, мясом и мороженными ягодами. Они привыкли выживать там, где другим не выжить. Аймекон – это не просто деревня, это символ силы, стойкости и того, на что способен человек даже в самых суровых условиях планеты. Представьте себе вулкан, чья лава движется быстрее автомобиля. Это не фантастика, это Ньюрагонга, один из самых опасных вулканов на планете, расположенный в Демократической Республике Конго. Его высота около 3500 метров, но главное – это кратер. В нем находится крупнейшее в мире лавовое озеро, раскаленное и бурлящее, словно врата в ад, глубина которого достигает около 600 метров. Ньюрагонга известен своими катастрофическими извержениями. В 1977 году потоки лавы пронеслись по склонам со скоростью до 60 км в час. Быстрее, чем успевали убежать люди. Погибло около 2000 человек. В 2002 году очередное извержение разрушило половину города Гома. Более 120 тысяч человек остались без домов. Лава просто затопила улицы, выжигала все на своем пути. Даже сегодня Ньюрагонга представляет смертельную угрозу. Он находится всего в 12 километров от Гомы, где живет около 1 миллиона человек. А если подземные толчки нарушат покой озера Киву, расположенного рядом, может произойти выброс метана и углекислого газа, и тогда погибнут десятки тысяч. Несмотря на опасность, туристы поднимаются на его вершину, чтобы увидеть адское пламя в кратере.
Это зрелище пугает и завораживает одновременно. Нюрагонга – живое напоминание о том, насколько мощной и непредсказуемой может быть природа. В Бенгальском заливе у побережья Индии скрывается один из самых загадочных островов на Земле – Северный Сентинел. Этот клочок суши покрыт густыми джунглями и окружен рифами, но главное, он населен одним из последних племен, полностью изолированных от цивилизации. Сентинельцы – народ, который на протяжении тысяч лет живет без контакта с внешним миром. Они отвергают любые попытки общения, отвечая агрессией даже на безобидное приближение. Достаточно подойти на лодке, и в тебя уже летят стрелы. Говорят, что их язык не понимают даже другие племена Андаманских островов. Попытки установить контакт предпринимались десятилетиями, но ни одна из них не привела к реальному диалогу. Напротив, были случаи гибели людей, включая рыбаков и даже миссионеров. Индийские власти строго запретили приближаться к острову ближе, чем на 5 морских миль, чтобы защитить островитян и тех, кто к ним тянется. Ведь даже простая простуда может быть смертельной для народа, никогда не имевшего иммунитета к современным болезням. Северный Сентинел – это живой реликт прошлого, место, где время остановилось и куда человеку просто не стоит соваться. Долина Смерти – это не просто место с жутким названием, это одно из самых экстремальных и опасных мест на Земле. Расположена на юго-востоке Калифорнии, на границе с Невадой, она считается самым жарким, самым сухим и одним из самых низких регионов Северной Америки. Здесь зафиксирована самая высокая температура воздуха в истории – плюс 56,7 градуса по Цельсию. Летом асфальт плавится, а горячий ветер буквально выжигает влагу из тела. Туристам рекомендуют брать минимум 4 литра воды на день и не покидать автомобиль без необходимости. Неудивительно, что здесь случаются смерти от перегрева и обезвоживания. Но долина смерти – это не только про опасность. Это и про поразительные пейзажи, соляные равнины, где когда-то было древнее озеро, скалистые каньоны, цветущие пустыни и таинственные движущиеся камни, которые словно сами скользят по земле. Ученые выяснили, что они двигаются только при редком сочетании дождя, холода и ветра. А еще здесь кратеры, древние вулканы и песчаные дюны высотой с 10-этажный дом. Самая низкая точка в Северной Америке – Солончак Бэдватер Бейсин. Он лежит на 86 метров ниже уровня моря. Несмотря на суровость, в долине смерти живут редкие растения и животные, некоторые из них встречаются только здесь. А весной после редких дождей пустыня может покрыться ковром из ярких цветов. Феномен, который называют суперцветением. Долина смерти пугает и завораживает одновременно. Это место, где природа показывает свою мощь, и как ни странно, именно это притягивает сюда тысячи людей со всего мира. Чернобыль. Это имя навсегда вписано в историю как символ одной из самых страшных техногенных катастроф в мире. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв 4-го реактора. В считанные секунды в атмосферу были выброшены тонны радиоактивных веществ. Радиоактивное облако накрыло не только Украину, но и Беларусь, Россию, а позже даже страны Европы. Тысячи людей были срочно эвакуированы. Город Припять, некогда молодой и современный, превратился в мертвый город-призрак. В зоне отчуждения, радиусом около 30 километров, поселения были заброшены, люди ушли навсегда. Ликвидаторы, которых называют героями, боролись с радиацией ценой своего здоровья и жизни. По официальным данным, их было более 600 тысяч человек. Под разрушенным реактором образовалась радиоактивная масса, так называемый слоновий хобот. Даже сегодня он остается смертельно опасным. Над реактором сначала построили бетонный саркофаг, а в 2016 году новую арку, рассчитанную на сотни лет защиты. Но даже с ней угроза полностью не исчезла. Все же природа постепенно берет свое. В зоне отчуждения снова появились дикие животные – волки, лисы, олени и даже редкие виды, вроде лошадей Проживальского. Хотя многие из них подвержены мутации и заболеваниям, флора и фауна выживает там, где человек жить больше не может. С начала 2000-х годов Чернобыль открыт для туристов. Люди приезжают посмотреть на замерший во времени город, на брошенные школы, парки и квартиры, на зловещую тишину Припяти. После выхода сериала от НБО интерес к зоне вырос многократно. Сегодня Чернобыль не просто место трагедии, это память, уроки и предупреждения всему человечеству о том, какой ценой обходится безответственное обращение с ядерной энергией, и о том, что даже спустя десятилетия последствия могут быть живыми, реальными и опасными.
Озеро Натрон – одно из самых странных и экстремальных озер на Земле. Его вода настолько щелочная и горячая, что может буквально окаменить существо, упавшее в нее. Оно так и останется навеки, словно застывшее во времени. Это не миф. Озеро насыщено натроном. Температура воды в некоторых местах достигает 60 градусов по Цельсию. Никто, кроме специально адаптированных организмов, здесь долго не выживет. И все же это рай. Миллионы малых фламинго со всей Восточной Африки прилетают сюда, чтобы размножаться. До 75% всей мировой популяции фламинго выводят птенцов именно здесь, на сезонных островках из солевых кристаллов. Фламинго едят мелкие цианобактерии, те, что окрашивают озеро в красный, оранжевый и розовый. Это окрашивание делает птичьи крылья еще ярче, а озеро словно живая картина. Рядом возвышается действующий вулкан Олдаинью-Лингай, гора Бога у Масаи. Он выделяется особенной лавой, она прорывается при относительно низких температурах около 500-600 градусов Цельсия. Казалось бы, природная пустошь, но она наполнена удивительными впечатлениями, горячие источники, древние водопады, отпечатки стоп наших предков в глине. Озеро Натрон – международное признанное водно-болотное угодье по конвенции Рамсар. Его биоразнообразие хрупкое и ценное. Здесь живут масаи, древний народ Восточной Африки, веками обитавший на этих землях. Их образ жизни тесно связан с окружающей природой. Для них озеро Натрон не просто вода, а часть священного мира. Сегодня сюда приезжают туристы, чтобы наблюдать за фламинго, посетить горячие источники и подняться на вулкан Олдаинью-Лингай. Озеро Натрон напоминает нам, природа не только красота, но и сила, суровость и баланс. На поверхности мириады розовых птиц, а под водой лаконичная, но опасная химия. И в нем отражается уязвимость планеты. Если вы хотите увидеть крайний пример гармонии жизни и смерти, огня и воды, отправляйтесь к озеру Натрон. Просто помните, сюда приходят не ради купания, а ради понимания природы, как она есть. На Земле есть места, созданные природой и разрушенные человеком. В каждом из них смерть ближе, чем кажется. А ты бы решился туда отправиться? Напиши в комментариях, какой из этих мест кажется тебе самым опасным, и не забудь подписаться. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующем ролике.